Всем добрый день. Друзья мои, говорят, что Клеопатра, будучи некрасивой женщиной, сводила с ума мужчин и влюбляла в себя. А далее получала то, что хотела. Говорят, что в нее были влюблены все стражники, вся дворцовая знать, что она была очень умна, блистательна, что по ней сходили с ума, ради нее кончали собой мужчины. Что же было в этой женщине такого необъяснимого? Многие источники полагают, что секрет красоты и обольщения Клеопатры таится в магии. Я тоже так думаю, потому что в древние времена у каждой правительницы обязательно была личная жрица, колдунья, которая учила ее любовным всяким, скажем, приемам обольщения, которая учила всяким заговорам, морокам и прочее, прочее. Это было нужно для того, чтобы подчинить себе подданных. Это было нужно для того, чтобы суметь предотвратить восстание, потому что магия – великая сила, и она может помочь управлять и людьми, и духами, и энергиями, и судьбами людей. Вот Клеопатра этим и пользовалась. Хотя она на самом деле была совершенно некрасива. Она была очень умна, начитана, знала 30 языков. Но она была совершенно некрасива. Если посмотреть ее портреты настоящие, если посмотреть начеканенные ее лица на монетах, она не просто была некрасива, она была мужеподобна. Огромным орлиным носом, с глубоко посаженными глазами, лишённая женского шарма, с угловатым телом. Вот что в ней было такого? Неужели только политическая игра заставляла мужчин как бы раболепствовать перед ней? Я не думаю. Я думаю, что все-таки она что-то знала. Не думаю и уверена. И многие это говорят, об этом пишут. Мне было всегда интересно, чем же эта женщина брала. И вы знаете, я интересовалась источниками, которые изучали жизнь Клеопатры. В частности, есть книга Райдера Хаггарда «Клеопатра». И вот предыстория этой книги, как он писал эту книгу, в каких архивах копался этот человек и сколько он нашел различных магических рецептов, заговоров Древнего Египта, чем пользовались женщины в то время. И вот примерно, основываясь на эти знания, я создала этот ритуал. Я уже говорила, что магия, вообще заговоры, это одна истина связана с другой истиной. Вот как солнце каждое утро встает, поднимается, так, чтобы каждый день мои дела шли вверх. Как солнце никогда не пропадет с горизонта, так, чтобы я среди людей никогда не была незамечена. Да? Как солнцем любуется народ старый млад, так, чтобы любовались мною и так далее. Один догмат связывается с другим догматом. Догмат – это нерушимая истина, то есть то, что неоспоримо существует. Вот мы ночью не видим солнце, но мы знаем, что солнце есть 100%. И это догмат, это нерушимая истина, которую невозможно никак разрушить. Как мертвецы не встанут до судного дня, так, чтобы вот это ко мне не вернулось, да? Как река не идет вспять, так, чтобы мое дело никто не мог разрушить. Все, вы связали с нерушимым просто фактом истины в мироздании, и это невозможно разрушить. Вот то же самое я сделала, то есть применила в этом ритуале, связывая одну истину с другой, с вами. Естественно, я сейчас буду говорить от своего лица. Вам для этого ритуала понадобится вода, поскольку мы здесь будем упоминать Нил, Великий Нил, а Нил – источник жизни для Египта. Нил – это не просто река-богиня. Нил для Египта – это просто жизненная необходимость. Была, есть и будет, поскольку воды Нила орошают все вокруг. И притоки Нила орошают все вокруг. Вот Великий Нил – это не иссякающий источник энергии, силы. На берегу Нила много
раз ритуалили древние времена жрицы. И есть и такие источники. Я постепенно вас с этим всем ознакомлю. Перед вами Изида. Вам статуя не нужна. Я просто поставила для того, чтобы вы имели представление, как одевались, какой был колорит того времени Древнего Египта. Перед вами пирамида. Если есть у вас пирамида, поставьте на стол. Если нет, то достаточно воды, соли и 2 синих свечей. Читать нужно каждую часть заговора по 3 раза. В конце я приплюсовала, соединила древний заговор на языке суахили для женщин, которые вызывали себе красоту и обольщение для того, чтобы покорить мужчин. Они вызывали через духов, просили духов исполнить, чтобы все мужчины по ним сходили с ума. И вот этот древний заговор на языке суахили, я думаю, что он очень к месту для этого ритуала. Этот ритуал создан на основе книги Райдера Хаггарда «Клеопатра». Точнее, не на основе этой книги, а предисловие книги. То есть, как была написана эта книга и какие источники он нашел. И вот на основе этих источников, что делалось, какие были ритуалы и прочее, я создала вот этот ритуал Клеопатры. Ритуал обольщения Клеопатры. Далее. Давайте начнем. Итак, вода, соль. Есть пирамида. Поставьте на стол. Если нет пирамиды, алтарь желательно или синий, или черный, и свечи синие. Читаем 3 раза. Я прочитаю 1 раз. Великий Нил омывает берега. Он один среди пустыни. Ни один источник не справится с ним. Источников много, но Нил есть источник жизни. Женщин много на земле, но они лишь источники. А я река Нил. Я одна такая, я сильная, незаменимая. Можете перемешивать воду, когда читаете. Давайте прочту 3 раза. Великий Нил омывает берега. Он один среди пустыни. Ни один источник не справится с ним. Источников много, но Нил есть источник жизни. Женщин много на земле, но они лишь источники, а я река Нил. Я одна такая, я сильная, незаменимая. Великий Нил омывает берега. Он один среди пустыни, ни один источник не справится с ним. Источников много, но Нил есть источник жизни. Женщин много на земле, но они лишь источники, а я река Нил. Я одна такая, я сильная, незаменимая. Великая пирамида охраняет Египет. Она выше всех других пирамид. Много горок, возвышений, но они всего лишь всегда под тенью Великой пирамиды. Женщин много на земле, но они лишь горки. А я Великая пирамида. Я одна такая. Я сильная, незаменимая. Великая пирамида охраняет Египет. Она выше всех других пирамид. Много горок, возвышений, но они всегда под тенью Великой пирамиды. Женщин много на земле, но они лишь горки. А я Великая пирамида. Я одна такая. Я сильная, незаменимая. Великая пирамида охраняет Египет. Она выше всех других пирамид. Много горок, возвышений, но они всего лишь всегда под тенью Великой пирамиды. Женщин много на земле, но они лишь горки. А я Великая пирамида. Я одна такая. Я сильная, незаменимая. Дворец фараона стоит посреди престольного города. Ни один дом не сравнится с ним. Дворцов много, но дворец фараона всему голова. Женщин много на земле, но они лишь дворцы, а я дворец великого фараона. Я одна такая, я сильная, незаменимая. Дворец великого фараона стоит посреди престольного города. Ни один дом не сравнится с ним. Дворцов много, но дворец фараона всему голова. Женщин много на земле, но они лишь дворцы, а я дворец великого фараона.
Я одна такая. Я сильная, незаменимая. Дворец великого фараона стоит посреди престольного города. Ни один дом не сравнится с ним. Дворцов много, но дворец фараона всему голова. Женщин много на земле, но они лишь дворцы, а я дворец великого фараона. Я одна такая, я сильная, незаменимая. Сыпать соль. Я сейчас вдалеке говорю, но вам нужно держать близко к губам и читать один раз. Я соль земли. Без соли нет вкуса, нет желания. Я нужна и необходима. Среди женщин непобедима. Я дочь неба и земли, луны и солнца. Я наведу чары на себя. Я призову силу богинь. Я скажу. И вот сейчас заговор на языке суахили. Ми кама. Джуи катия. Мирези. Ми нет. Мисунгу. Вату. Котака кванду. Вазиму. Бази рохо. Итафая. Читайте, как я говорю, интонацию. Пусть будет она схожая. Здесь я в одном месте ошиблась, но исправлю. Ми кама. Джуи. Катия. Мирези. Ми пет. Миунгу. Вату. Катока кванду. Вазиму. Бази рохо. Итафая. Джуи Катия. Мирези. Ми пет. Миунгу. Вату. Катока кванду. Вазиму. Бази рохо. Итафая. Джуи Катия. Мирези. Извиняюсь. Ми кама. Джуи Катия. Мирези. Ми пет. Миунгу. Вату. Катока кванду. Вазиму. Бази рохо. Итафая. Ми кама. Джуи Катия. Мирези. Ми пет. Миунгу. Вату. Катока кванду. Вазиму. Бази рохо. Итафая. Наверное, 6 раз прошло. Это на языке суахили примерно означает: я как солнце среди лун, я любимица богов, мужчины от меня без ума, пусть духи услышат и исполнят. Что-то в этом роде. Еще раз прочитание. Ми кама, Джуи Катия, Мирези, ми пет, Миунгу, Вату, Кутока кванду, Вазиму, Бази рохо, Итафая. И вот этой водой, солью, постарайтесь немного растворить, насколько возможно. Умыться. Если у вас нет времени делать ритуал постоянно, вы можете только этот заговор утром прочитать на соль и воду и умыть лицо, умываться каждое утро. Этот ритуал, он усиливает обольщение. А заговор, именно заговор обольщения. И вы будете замечать, что вам будут уступать место, что мужчины, с которыми вы постоянно виделись, встречались на улице, совсем по-иному будут к вам относиться. Вообще, это относится к мужскому роду, то есть это для женщин ритуал. Отношение мужчин к вам меняется. И кроме того, эти постоянные взгляды, постоянно такие нежные посылы и так далее, это собирание энергии с них. Ведь женщине приятно, когда слышит комплимент. Для чего? Почему ей приятно? Потому что она собирает с них энергию, усиливает себя. Итак, пользуйтесь на здоровье. Этим умыть лицо, все остальное. Соль останется, смойте. Это уже не страшно. Всем удачи и всех благ.